Ого! Просто стоїш і робиш попу. Це також світильник? Да. Это я брал фанеру, лобзик, выпиливал. Тканина і тканина. Нет, но видишь, у тебя стекает. Made in Ukraine. Це круто. Привіт! Я Євген Синельников, професійний мандрівник. За 10 років я об'їхав півсвіту та всю Україну. Друзі часто питають, як мені не наскучило, а відповідь в тому, що найцікавіше в подорожах – це люди. Вони весь час вигадують та роблять щось нове, або зберігають традиційне, або поєднують, змінюють та додають. Коротше, я знову зібрався в дорогу Україною шукати круті маленькі виробництва. Це мої нові крафтові мандри. Мультибрендова платформа «Всі свої» надихнула мене на подорож та показала, де і як шукати українських крафтярів. А компанія платіжних технологій Visa підтримала наш проект. То що мені відомо про Харків? По-перше, Харків – молодіжне місто, місто студентів. По-друге, Харків – це Рапа-Сіті. Перше, до речі, з другим, мабуть, пов'язано якось. По-третє, у Харкові найбільша площа України. А от що тут виготовляють, який харківський крафт, зараз будемо дізнаватись. Поїхали! Харків – велике місто, і крафтярів тут теж немало. А ще Харків – індустріальне місто, і тому ми вирішили у цьому випуску обійтись без гастрономії, а показати вам крутих, здебільшого технологічних виробників, які виводять легку промисловість Харкова на новий рівень. Я Володимир, я виробляю косметику для чоловічих зачісок, вус, бороди та тату. Друзі, а пам'ятаєте, в випуску Таврія я купив у Любомира ось такий чоловічий парфум? То ось його виробник! Та-дам! Всім привіт. Користуюсь, прикольна штука. Ну, як тобі сподобалось? Сподобалось. Да, насправді, Клас. от, чесно, смачно. Дивись, який є варіант. Ух ти. Це 100% крафт, тому що якщо ця баночка, я її купляю, то ці баночки – це взагалі попільнички. Я сам їх обробляю і отак роблю. Прикольно. Кишенькова попільничка, трошки маніпуляції та фантазії. Крафтово? Так, і стає крафтовою. Слухай, а що от взагалі ось тут є? Як це сухий парфум? Ну дивись, спочатку я все-таки пішов з того, що я придумав якийсь аромат. Я насправді не парфумер і ніколи так себе не називаю. Тобто я варщик, і я роблю якісь цікаві аромати, тобто я комбіную вже існуючі. Прямі аромати, або, може, беру якусь парфумову базу. І я придумав якусь комбінацію цікаву, спробував. І врахуй, в цьому продукту 30% – це сам парфум, це концентрат аромату. Решта – це база, щоб вона трималась в тебе на шкірі. Щоб трималась, вона має бути на масляній основі. Тому це соєвий воск, рослинний ланолін, та й, в принципі, масло какао, щоб воно було більш м'яке і таяло в руках. Та й все. Є таке, до речі. Ну і ще я додаю фіксатор аромату, щоб трошки довше трималось. Отак. Наразі я бачу, що цей продукт подобається моїй аудиторії, і я замовив на заводі 5 літрів, там стоїть десь далі, 5 літрів парфуму. Можу показати. Давай. От дивись. Оце все, це парфум, який я додаю. Він Це повний. виключно парфум. Це парфум, це лише парфум. Дуже дороге задоволення видалось насправді. От, і спробуй. Ого! Мені здається, що його вистачить років на 5 точно. Враховуючи обсяг, 10 грам всього. А що ще є? Дивись, насправді я починав взагалі з вуса починав. У мене є 3 види восків для вус. Так, воск для вуз. У мене є вуса, їх потрібно вкладати. Не заважай після того. Зараз тренд є на короткі вуса і зачіску, наприклад, або борода без вус. Тобто вже не так багато. Але і він все одно лишається в асортименті, бо це стабільно популярний засіб. Слухай, зачекай. Воск для
вус. Так, для вус. Віск для вус. А є воск для бороди. І Це різне. це різне? Так, коли ми говоримо про віск, то ми говоримо про засіб, який має виконувати функцію. Це фіксувати, щоб вони стояли або трималися як потрібно. А коли ми говоримо про бороду, то любий бородач трясеться над нею, боїться за неї, переживає. От. І ми маємо доглядати за нею. Тому склад бородатих засобів дуже важливий. Він має бути корисний, він має зволожувати не тільки саме волосся бороди, він має доглядати і за шкірою. Тому з бородою все трошки важче. І тому бородатих засобів так багато. Оце вони всі, все борода. Так, це все, що в мене зараз нижче, то для волосся. От оця поличка, це різні бородаті засоби. Так. А в чому різниця? У мене вся лінійка, в неї є концепція. Вона називається бородаті сезони. От. Бородаті сезони. Зима, літо, осінь, весна? У мене є для бальзам для бороди для літа, є для осені та весни, ну, міжсезоння, і є для зимовий. Само собою, так. Плюс в мене є ще, от батер в мене, наприклад, Sunset та Sunrise, захід та схід сонця. Є мікстура для бороди, день та ніч. Ну, в мене такі прив'язки є, але насправді, от, якщо день та ніч, це все... Це все про настрій аромату. Тобто дивись, наприклад, Sunset, схід сонця. Він такий свіжий, свіжий, насичений. Чимось навіть з Індії, щось там таке є. Це, знаєш, у мене така ідея, що якщо ти користуєшся таким іменно схід сонця, то в тебе має бути пряма асоціація. Це щось таке ранкове, щось, що має тебе, ранкове стопудово. Щоб тебе має якось трошки привести до тями. І захід. О, ну це навпаки, намазав. Так. Тут основна нота кардамон. І в майже всіх продуктах для бороди аромати створені за рахунок ефірних масел. Це натуральні аромати, крім парфумованого бальзаму для бороди. Це от я придумав таку штуку. На ринку України я не бачу аналогів, може є десь за границю. Я зробив парфумований бальзам, от недавно він. Тобто це і бальзам, і так, але він парфум, він пахне дуже сильно. І тому треба так, або не багатько мазати і не мазати вуса. Тобто, якщо аромат твій, ти до нього звикаєш і потім просто пахнеш, ходиш. Якщо аромат не твій, то можуть, звичайно, бути проблеми. Так. А оце що таке? Це для вкладання волосся. Це помада для волосся середньої фіксації. Це взагалі фішка в мене така. Я така придумав, мені не подобається, Made in Ukraine якось, простенько звучить. А Cooked in Ukraine, я ж себе позиціоную як варщик, то я зварив Cooked in Ukraine. Cooked in Ukraine. Так, прикольно. Ну і плюс в мене перші такі дизайни були, я фанат серіалу Breaking Bad, і оця машинка з того серіалу, і я варщик. Ось це таке, що таке? Червоне. Це м'яка глина для вкладання волосся. Це тренд останніх років. Глини для волосся або клей-помади, що їх називають. От це клей-помейд в мене називається, а це в мене просто клей. Тут стоїть. От. Фішка в чому? Всі глини, коли ти взагалі чуєш слово глина, то ти зразу маєш розуміти, що люба глина – це сухий томатовий ефект на волосся. От прям люба глина. Тому фішка, коли ти бачиш, вона має це робити. Якщо вона це не робить, це погана глина або не глина. От. І чому м'яка, взагалі глини робляться для короткого волосся, як зараз в мене. Тобто це такі текстурні, матові та сухі укладки, які ти, просто тебе посипалось, і ти рукою поправив отак от. І все. І в тебе текстура стала іншою якоюсь, але воно стоїть і гарно. Цікавий дизайн. Як ти працюєш з дизайном? Хто робить тобі ці всі логотипи, Manly Club, от тобі, як воно насправді дуже просто. Мій товариш Денис, ми з ним працюємо всі ці роки, тобто в мене не було інших дизайнерів. Я не можу сказати, що він придумав дизайн. Тобто я в якийсь момент загораюсь ідеєю. Наприклад, як в мене вийшла, в мене є глина оця для волосся, вона називається Matte Clay. От. Я взагалі, такий по характеру трохи гік, я люблю кіно, люблю ігри, і комікси, всю цю тему. І я дуже довго думав на назву для цієї глини. Це машинка з Mad Max. Так, я бачу. От. І оцей шрифт – це відсилка до постерів з першого Mad Max. Такий самий шрифт був на перших постерах фільму. От. І в мене дуже багато є таких відсилок, які ніхто не розуміє, розумію лише я, і я від них кайфую. Слухай, а от Cooked in Ukraine,
Що ти маєш на увазі, ну, зварено в Україні? Це, як це ти вариш? Це як відбувається? Ну, можна подивитись, покажу зараз, Давай. як це робиться. Ну, в чому це робиться? От дивись, наприклад, от той засіб, що ти брав в руки. Тату-джелі. Так. Ага. От дивись, от я виробляю його в цьому. По факту це типу парафінонагріватель на 40 літрів. От, я в ньому змішую. От, ми можемо от включити, наприклад. А, він виключений, певно. Ну, коротше, отут от регулюється температура. І я можу я виставляю правильну температуру, закладаю сюди компоненти. Тут же є заготовка в мене. Ага. Коли в мене закінчуються засоби, наприклад, то я беру, коротше, от у мене є така поменша штука. Це для фасування. От. Вона для фасування цього засобу. Тобто я тут фільтр одягаю, сюди проціжую, виставляю туди і починаю фасування з вагами. У мене є ваги, і кожну банку, ну, totally handmade. Тобто я сам замісив, сам фасую вручну, і кожна банка має однакову вагу. Тобто вони всі зважуються. І сюди також. Все сам робиш? Так. І наліпки, я бачу, лежать, да? І відправляєш все? Зараз все сам. От. Я, до речі, якщо хтось хоче на роботу, комусь це цікаво, пишіть. Посилання під відео. Так, посилання під відео. Такі круті штуки. О. Аж захотілося собі борду відпустити, як в муса таку. Велику, красиву. І взагалі було б дуже круто мати змогу змінювати зачіску або рослинність на обличчі коли завгодно, коли заманеться. Як вважаєте? Напишіть в коментарях. А для тих, хто любить часто змінювати зачіску та експериментувати з дизайном, є гарна новина. Уявіть щось постійне, стабільне. Вашу платіжну картку Visa. Уявили? Так ось тепер ви можете змінювати дизайн в її віртуальній версії для Apple Pay чи Google Pay. І робиться це дуже просто. По-перше, переконайтесь, що у вас остання версія Privat24. По-друге, зайдіть в меню карток. Там підпункт «Дизайн картки». Та обирайте собі дизайн до смаку. Вони постійно оновлюються, тож їх там багато і змінювати можна хоч щодня. О, у мене ось був сковорода, а тепер оберу щось зовсім інше. Здивую касира в магазині біля дому. Ми Юлі, і ми робимо ідеальні пальта. Розкажіть мені, будь ласка, от скільки років ви працюєте? З чого починалось? Юлечка, она отвечает за производство. Она летала в Лондон. Под Лондон. Под Лондон, да, если быть точнее. Королевская школа шитья. Я вышиваю, в принципе, сама. Это мое хобби, я вышиваю руками. Я поехала туда, потому что есть две школы в мире вышивания. Одна находится в Париже, очень старая. Это кутюрные всякие там пайетки, вот такое вот все на тоненьком таком материале, который для мужчин, который просвечивается. Вот. И золото, как в церквях. Вот как в церквях, вот это вот оно. И оттуда пошла и славянская наша, православная, это все корни оттуда. И они учат там шить. Мы постоянно опаздываем с отправками, потому что у нас такой перегруз производства, что мы не успеваем это делать. То есть мы просто, мы не успеваем. И мы звоним прошлым летом, клиенты ждали заказа 1,5 месяца. Летом, летние платья, пляжные, 1,5 месяца. Мы ждали, отказа не было. Ни одного. Мы лично, когда мы поняли, что у нас случилась эта ситуация, да, сайт продал физически больше, чем было ткани в Украине. А ткань выткана, нет, тогда в этом году выткана, а в прошлом году только выкрашена была под нас. Ну нет, она только наша. И она, да, ее купить, да, заказать невозможно. Но есть заказ на фабрике, который ждет свою очередь. И мы понимаем, что у нас есть 1,5 месяца, когда мы сможем выполнить заказы. Произошло это 12 июня 2020 года. Просто у нас весь офис, мы всем офисом до 12 ночи, до часу ночи разбирали заказы, и когда мы поняли, вот у нас есть 200 заказов, на которых просто физически нет ткани. А люди летят в отпуска, кто-то выходит замуж.
Ну, то есть мы же их знаем, там, из этих 200 мы 100 знаем лично, мы же очень долго, мы же до сих пор работаем на маркетах и с клиентами лично. Лично я, лично Юля, мы обзвонили всех клиентов, и мы предлагали возврат денег, естественно. Мы сказали, вот так и так, просим прощения, у нас сложилась такая ситуация. И самое фантастическое, что произошло, у нас в этот период времени не было ни одного отказа. То есть все клиенты сказали, окей, мы готовы ждать. И это вандер, это просто чудо. Що у вас з міжнародним розвитком? У нас есть клиенты в Австралии, в Америке, в Японии. Все через интернет, все через Инстаграм и сайт. Я не знаю, куда мы не отправляли посылки, да, но вопрос вот в Афганистан. Бо там тепло, да? Їм не потрібно. Был мейнстрим, люди начали, люди стали делать, и дальше ко мне, как к маркетологу, приходили бренды на консультации. Я консультировала фэшн-бренды, и я все время говорила, ребята, вы должны стать системными компаниями, иначе все. И мы просто вот наблюдаем рынок, да, наблюдаем, что те, кто был еще 5 лет назад, их уже на рынке просто физически нет. Потому что одно дело начать, одно дело выкатить идею и сказать, я буду это делать, и второе, это построить из этой идеи системный бизнес. Это совершенно две разных, как бы, да, плоскости. То есть, и, естественно, как бы на рынке остаются какие-то системные игроки, те, кто смог дальше расти, развиваться. Ну, мы в масштабах Украины уже достаточно, как бы, так окрепли. Вот. Сейчас у нас, конечно, это в планах системный выход на международный рынок. То есть мы видим это в сотрудничестве с международными площадками, такими как Farfetch, Moda Operandi, Net-a-Porter. Мы готовимся. То есть когда мы будем понимать, что мы готовы, технически, системно и так далее и тому подобное, мы, скорее всего, этот шаг сделаем. Но это будет системный, такой серьезный. То есть если идти, то идти. Правильно, вірно, так все розраховано, з бізнес-структуркою. Зазвичай всі Отвечаю я. Розкажіть ще, будь ласка, про оцю однокольоровість. Мы выпускаем уже полноценный гардероб. То есть мы работаем уже таким образом, чтобы у нас вот девушка приходит, и она полностью собирает себе лук. Причем неважно, это какая задача, да, то есть это повседневный гардероб, но плюс с возможностью носить в особых случаях. Вот. И мы как бы плавно, мы, получается, перешли от главного продукта, который мы делаем круто, классно, от пальто мы перешли к целому гардеробу. То есть... Ну, потому что они постоянно приходили и говорили, а где купить? Вот я взяла у вас пальто, а мне вот, а что мне к нему купить? Вот, а вы посоветуете? У нас был даже целый ряд брендов, перечень, до сих пор еще там кое-что есть, то, что касается обуви, вот, что мы рекомендуем людям, вот идите туда, вот там-то есть вот это-то. И просто они постоянно спрашивали, бесконечно. И у нас было несколько раз ситуация, когда ты человеку говоришь, вот иди в этот бренд, вот, и там вот будет тебе счастье. В результате человек покупает, тратит деньги, а потом говорит, ну да, спасибо, но вот я поносил 2 недели, 3 недели, и вот все. Да, и мы что-то перестали рекомендовать, что-то перестали советовать, потому что это же личная ответственность, это же не просто так. Конечно, бренды все хотели, раньше меньше, сейчас вообще любой бренд, ты звонишь, говоришь, здравствуйте, у нас съемка, вот, они понимают, кто это, и нам, конечно, сразу все дают. Но тогда такого не было. И вот эта вот история с тем, что мы не можем положиться на коллег в бизнесе, привела нас к еще одним нашим коллегам, которых мы рекомендовали. И вот мы точно знали, что они делают очень классную штуку, и мы попросили их включиться к нам в процесс и помочь нам с разработкой. Тобто все це колаборація? Нет, это наш просто это люди, которые, как мы, например, да, если нас сейчас попросят, и мы посчитаем, что нам это интересно запустить производство пальто, мы это сделаем. Если, как развивать там, как одно из направлений бизнеса. Есть у вас какие-то бестселлеры? Наверное, то, чем мы особо гордимся, да, это кашемир. Это вот как раз эта история, когда мы заказываем, то есть это регулярные ткани, мы заказываем минимум 300 метров в цвете. А що складного тут?
Тканина и тканина. Нет. Не? Одно неправильное движение утюгом, и тканина, кашемир превращается просто в тряпку. Это ткань, которой мы действительно гордимся. То есть это вот прям совсем-совсем очень круто. Крутяк. А скільки коштує? Кашемировое пальто 11 800. Ну, це недорого для кашеміра, мені здається. Чи ні? Это очень недорого. У нас самая минимальная маржинальность и наценка именно на этом продукте. Мы не зарабатываем. Но изначально Вандер начинался с большой мечты. Одеть девушек, украинских девушек, в пальто из натуральных материалов. И, соответственно, мы как бы стремимся к этому. Да? Мы хотим, чтобы у украинских девушек была возможность носить настоящее кашемировое пальто. И мы это делаем. И мы это делаем не ради денег, не ради бизнеса. Это мы делаем ради вот осуществления этой большой-большой мечты. So sweet. Милота. Ми брати Львови, студія Левантін Дизайн. Ми займаємося проєктуванням та виробництвом дизайнерських меблів. Це так вийшло, чи ви з спецом заморочились, почитали, знайшли? Да, у Сергея есть специализированное образование по специализации промышленный дизайн. Мы подбирали, чтобы это было эргономично, удобно, мобильно, мобильное кресло, чтобы легкое было. Вот. Ну це ось зручність дає саме те, що оце приподняте, да? І ти... Да. Ну це зручно. Прям зручно. И также подушечки здесь съемные. Это все держится там на липучках. Поэтому он такой легкий, выглядит... Уникальность, да, что можно снять чехлы и постирать. У нас есть такой вот интерьерный вариант, есть такой уличный с уличными текстилями. Вот сейчас еще пробуем другие текстили. В общем, экспериментируем. Сколько коштує? Диван около 13 000. В базовом текстиле. Кресло около 8 000 в базовом текстиле. Оно ничем не пристегнуто, то есть ты мешок туда закинул, и к нему идет специальный пуф, ты садишься, развалился, вот, и Класс. удобно с него вставать за счет вот этих подлокотников. Слухайте, а вас по всьому світу, да, публікують? Які от були такі топові, так, щоб от похвастатися? Мы собираем архив публикаций о нас. И вот в 2021 году последние публикации нас опубликовали в США. Это журнал о крафтовом производстве Великобритании. Это публикация в Бразилии была. Также есть украинские издания. Это Венесуэла журнал. Здесь опубликован наш столик из дерева. Прикольно. То есть ежегодно мы собираем упоминания, чтобы доказывать клиентам, показывать. Слухайте, ну увійти там до п'ятірки найкращого дизайну, я розумію, це прикольно. А не легше ли було робити дешевше? Ну і звичайно, щоб просто розбирали, да і все, щоб гроші заробляти. Не знаю, нет, конечно, так, наверное, не проще было бы. Тут, наверное, надо рассказать о нашей истории. О концепции, да, ну, какая у нас концепция, что, ну, к чему мы следуем. Мы изначально были не производителями, мы изначально, Сергей занимался промышленным дизайном, он делал саму интеллектуальную собственность, образцы. То есть, а позже мы поняли, что сложно с кем-то это произвести, и надо сделать полностью свое производство. От идеи до воплощения. Металлические части, мягкие, деревянные, правильная покраска мебели. Все это мы за наши 8-9 лет эволюции, мы это все нашли, и теперь можем сделать любой продукт, который мы придумаем, до конечного. Важко було? Взагалі перейти з ідеї Картинки до виробництва, до- да, від картинки до прям от реальної. Еще при этом за что-то жить. Важко? Нет, конечно, это очень сложный и долгий процесс. Сложность заключается в том, что ты не можешь с первого раза все сделать. Если ты на компьютере сделал с первого раза, тебе понравилось все, а когда доходишь до производства, всякие узлы, там, соединения, масштаб, это начинается уже, то есть ты первый, второй, третий прототип сделал, пока ты уже не дойдешь до самого главного. Когда ты уже дошел, тогда уже легче. Головний ваш бізнес, щоб я зрозумів, це дизайн і ідеї або виробництво? Дизайн, идеи, виробництво. У нас на логотипе рога. Это значит, что у нас много ответвлений. Вешалка наша Реймс. Это был сначала как проект. Обратной связи ни от кого не дождались, и мы начали сами производить. И вот буквально за 2 года уже как бы больше 100 вешалок мы произвели и продали.
Вот как на концепции это на проекте было, и вот как в реализации. Слухайте, а не стрьомно взяти свої гроші, вкласти? Поначалу Были амбиции, энтузиазм и море по колено, да? планирование, да. Да, ну и как в каких-то историях бывает, первый инвестор наш это была наша мама. Поэтому она в нас верила, да, и как бы деньги дала. Мы могли учиться. Да, мы могли учиться на ошибках, но она нас верила, и тем не менее, как бы сейчас это мы на самообеспечении, так сказать. А як ви конкуруєте з великими гігантами, там, з Ікеєю і ще щось? Ну, вони ж, я не розумію, як можна витримати конкуренцію. Ну, это, наверное, больше не конкуренция, да, у нас просто разные концепции, у нас разные целевые аудитории. Это заметно, наверное, также по отзывам. Допустим, когда покупают мебель у каких-то больших компаний, там говорят хорошее качество, там хорошее исполнение. У нас в основном отзывы это классный дизайн. И нам там об этом говорят. У нас покупают люди творческие, они хотят какие-то необычные себе предметы. И также, чтобы это у них было социальное подтверждение. То есть они должны знать, что это там самое лучшее кресло или еще что-то такое. То есть мы их должны влюбить в этот продукт. И стараемся это делать каждый день. Ну і якість. Качество, конечно. Качество, конечно, на первом месте должно быть. А оце що таке? Это довольно-таки новая разработка. Называется табурет Когти. Это мы начали сотрудничать с одесской студией по переработке пластика. Как называется правильно? Драгоценный пластик. Да, Дорогоцінний пластик. Якщо не бачили, подивіться дома краще Одеса. Так, и они для нас делают из черно-белого пластика переработанного сиденья. Вот. А каркас сделан, ну, то есть сделан нами, и как раз вот новую технологию, которую мы узнали, что можно трубу гнуть, классно. Это вот, да, и не в одной плоскости. Это уже, ну, то есть разработка после этих кресел. То есть мы уже начали придумывать разные моменты, разные узлы. Это тоже больше как эмоция, что человек знает, что для этой столешницы были использованы такие процессы переработки, и он может похвастаться своим гостям, сказать, что я... Не просто стіл, а скільки кришечок тут. Да, выражает свои принципы, что он за переработку, за современные вот эти подходы. Чтобы была история происхождения, чтобы был провинанс у каждого продукта, мы делаем дату, номер и роспись. То есть можно будет идентифицировать. Made in Ukraine. Це круто. У каждого предмета есть, мы тут тоже подготовили. Тут есть открыточка, тут есть описание, как студия, как приветственное письмо. Стильно. Ну ви зрозуміли, да? Що в нас з'явився ще один подарунок для вас. Додивіться до кінця, я щось придумаю, і ми розіграємо цей крісло. Друзі, ну і традиційний конкурс. Хочу розіграти сертифікат на 1000 гривень від наших партнерів «Всі свої». А за що? Правильно, за найкращу ідею принта от сюди, на спину. А про що? Правильно, про місто Харків. Тож, пишіть свої ідеї в коментарях і за найкращі отримаєте сертифікат. Зовсім забув, в нас же ж є ще один приз від Levantin Design. То має бути ще один конкурс. Отже, друзі, ми завжди в пошуках цікавих крафтярів. Тож напишіть нам про цікавих крафтярів і за найкращого, за унікальнішого я вам подарую це крісло. А от зараз па-па. Я Юля, і я роблю першу натуральну українську зубну пасту. Українська – це добре, але в мене все одно є питання. Чим ця зубна паста відрізняється від звичайного, що там у нас є, Аквафреш? Во-первых, мы не кладем пенообразователи. Пенообразователи – это лаурилсульфат, это то, чем моют военное оборудование, для того, чтобы оно блестело и гладко работало. Зачекай, туди кладуть? Кладут. То, что пенится в любой зубной пасте, это может давать только один химический элемент, именуемый лаурилсульфат. Мы его не используем. Мы делаем все из натуральных ингредиентов. То есть у нас в составе глина, натуральные сахарозаменители, вода очищенная, натуральный загуститель, все. У нас есть пару экстрактов, пару масел, и основное это абразив, только в основу абразива мы берем не мел,
как в основных пастах. Мы берем диоксид кремния, это по-нашему атоксил. То есть даже если его ребенок глотает, то это как сорбент. Да. Прикольно. Поэтому можно есть, и так как все тестилось на моем сыне, все вкусы, они сделаны, например, банан, это будет такой банан, который хочется съесть. При этом это не ароматизатор, это будет натуральное масло, выжатое со шкурки банана. Банан, малина, смородина. Но самое популярное это малина. Шоколад. Да. Ваніль і груша. Да. А це дорослі чи також дитячі? 4 взрослые, 1 детская. А чим відрізняється от дитяча зубна паста від дорослої? Уровень абразивности в детской пасте будет ниже. Во-вторых, есть мятные компоненты во взрослой пасте, которые в детскую класть нельзя, потому что сейчас в эру аллергий, меня поймут родители, особенно те, кто с этим столкнулся, мята дает очень сильную аллергическую реакцию. Поэтому мы заменяем другим веществом, именуемым амилосуптилин. Он дает небольшой холодок, и кажется, что зубная паста мятная, но на самом деле мяты там нет вообще. Ти як цікаво. Поэтому да. Цікаво. А скільки по часу ти розробляла, впроваджувала, шукала людей, боролась за проект? Где-то полгода я искала технолога. Их было у меня 5 человек по количеству, и 5-й – это студентка фарминститута, девочка, которая работала у меня моим личным ассистентом здесь, врачебным. Но она до такой степени ботан, что с ней можно было делать дела. Прости меня, пожалуйста. Но действительно человек как бы одаренный. Тут же ж не лише паста. Да. Що ще ви робите? Мы производим детскую, взрослую зубную пасту, ополаскиватели, у которых срок годности полгода, то есть это ополаскиватели, которые работают. Поэтому мы смело сотрудничаем со всеми стоматологами Украины, делаем им private лейблы, потому что ничего более работающего, чем свежий продукт экстемпора, нет сейчас просто на рынке. Дальше. Мы делаем леденцы, они очень сладкие, но при этом в них нет сахара. Мы делаем леденцы с изомальта. Это такой диабетический продукт, который очень сладкий на вкус. Поэтому леденцы можно и детям в неограниченном количестве, и диабетикам. При этом каждый леденец будет обвален в сублимированном фрукте, соответственно, он чуть-чуть еще и полезный. Осталось выбрать только, что нравится. Тобто вони не псують зуби? Нет. Прикольно. Абсолютно не портят. Прикольно. Также мы делаем бальзамы для губ из натуральных масел, но это нужно и нам, стоматологам, потому что мы смазываем пациентам на приеме зубы. Ну и в принципе сейчас вот впереди холодная пора года, нормально, хорошо. Мы делаем жвачку, пока что только у нас один ее вид, она без сахара. К нам сейчас едет вот оборудование, надеюсь, что презентуем миру и еще кое-что. Разные формы, вкусы. Блін, як прикольно от виглядає людина, у якої, от подивіться, очі, от вон. Сподіваюсь, ми ще презентуємо ще щось, прям горить. Конечно, Класс. и еще ж зубную щетку обязательно. Зубную щетку? Обязательно. Ну, конечно, потому что зубные щетки чаще всего делают из пластика. Так. Мы все-таки экопроизводство и стремимся к тому, чтобы мир, как говорится, сделать лучше, пусть и маленькими шажочками, но хотим сделать зубную щетку. Залезную? Нет, разборную. В смысле? А вот так, ты встаешь утром, у тебя есть настроение чистить черной зубной щеткой. Раз и сделал черную зубную щетку. Ну а что, жизнь одна, даже зубная щетка должна удовлетворять тебя максимально. Ти хоч до рани прикладай, да? Итак, Евгений, я очень рада, что вы такой бесстрашный. Насправді Юля ще робить дуже цікавий крафт, але я так розумію, що в мене зараз буде рот зайнятий, то я вам за кадрами все розкажу. Вхід повинен бути м'яким. Окрім карієсу, зубам деяких людей загрожують більш агресивні фактори. І з ними Юля теж бореться. Виготовляє крафтові іменні капи. Я не боксер, але собі одну теж замовив. Як ти прийшла до того, що треба робити дизайнерські капи? В тебе була вже клініка, вже ти як доктор состоялась. Да. Ні, то тобі треба робити капи дизайнерські, зубну пасту, ще щось. Нащо воно тобі?
Ну, это очень хороший, конечно, вопрос. Что касается именно кап с дизайном, это тоже была такая ода моему отцу, который фанат. И так как мое окружение это и спортсмены в том числе, я видела, что эта боль не закрыта, что им бы хотелось, что ведь спортсмены это кто? Те, которые вырывают зубами победу, это очень амбициозные люди. А соответственно, вот такой маленький элемент может подчеркнуть их крутость. Но если эта боль не закрыта, то почему именно я не могу закрыть эту боль? Вот так. Ну, класс, правильно. Душа зовет, не могу это объяснить. Ух ти. Диви, взагалі нема піни. Покажи, не бачу. Нема. Угу. Як на смак? О, реально смачно. Ну а зараз от з такою посмішкою я готовий їхати далі. Мене звати Оксана, і я роблю прикраси зі скла. Як так сталося, що почала виробляти прикраси зі скла? Вот 10 лет назад была на ярмарке, идет, лично подобрал, кстати, сразу по цвету. Была на ярмарке различных хендмейд товаров. Женщина продавала изделия из стекла. Я в тот момент как раз тоже находилась в поиске чего-то для себя, что-то делать руками хотела. Но я всегда что-то делала, вышивала, вязала. А тут искала что-то такое необычное, пробовала бисер, шерсть, валяние, там, да, но все не мое, что-то все казалось таким немножко детско-игрушечным. Оно вот не давало мне эффекта такой изысканности. И когда я увидела стекло, я поняла, что это мой материал. Это очень вышукано, это так очень благородно выглядело. И я вот приклеилась к этой женщине и сказала: научите. На что все оказалось достаточно непросто, потому что она мне устроила отдельную встречу и целый экзамен на предмет того, насколько я действительно готова этим заниматься. Ну, потому что, во-первых, вход в изготовление изделия из стекла достаточно дорогостоящий, и ты должен быть готов к тому, что тебе придется хорошо вложиться. Но около 80-100 тысяч гривен понадобится, чтобы купить все оборудование, закупить необходимый комплект стекла и какой-то минимальный набор инструментов в том числе. А там уже зависит от того, насколько вы хотите разгоняться, сколько разных техниках вы хотите делать, в каких работать. Вот. Ну и вот взяла мастер-класс на 4 часа, и после этого 11-й год уже я этим занимаюсь. 11 років? Да, с 10-го года я занимаюсь стеклом. Я покупаю заготовки стекла, их варят итальянцы, немцы, американцы, китайцы, индусы. И даже у нас во Львове, тоже в Украине, варят стекло. Дальше я расплавляю стекло и делаю украшения из стекла. Как плотные бусинки, так и дутые. Занимаюсь выдуванием бусинок по старинной итальянской технологии на итальянской трубке. Прикольно. Хочешь, покажу? Звичайно. Добавляю кислород, начинаю регулировать пламя. Для сохранения глаз у меня есть такие специальные очки. Выглядят они как бабушкины очки. На самом деле это компания Philips. Они производят, как во всех, наверное, сложных каких-то производствах, где глаза могут пострадать. Это специальные стекла, которые, во-первых, защищают, если стекло, там, например, кусочек отлетает и может попасть в глаз, они защищают глаза. Плюс у них специальные такие фильтры стоят, которые убирают свечение в огне, что когда все раскалится, стекло, то все будет таким ярко-оранжево-желтым, и я вижу просто, что происходит благодаря этим фильтрам, и могу там декор наносить, форму равнять и все остальное. Выбираем какой-нибудь цвет стекла, например, такой голубенький, красивый, и потихоньку такими вот тыками, чтобы никого не травмировать и себя тоже, начинаем разогревать стекло. И одновременно греем спицу
потому что спица должна быть такой же температуры, как и стекло. Здесь холодно уже, а здесь слишком горячо, и стекло может сгореть. Все делается на такой очень мелкой моторике, на чувстве перетекания стекла. И вот я ее дальше здесь остужаю, даже могу подуть, до тех пор, пока верхний слой не затвердеет, и вот так вот даже, если постучать, он начинает звенеть. Это значит, что она схватилась, форма не деформируется, ее можно отправлять в печечку уже. Уезжаем в печь. Вот, а дальше мне ее нужно снять, и это нужно сделать таким инструментом, который называется горячие пальцы. Собственно, почему? Потому что я им хватаю горячую бусинку, отбиваю ее. Я сохранила, соответственно, когда выдувала дырочку такого вот размера. И теперь мне надо только ее подровнять. Но ее тоже надо срочно в печь, иначе она треснет. Дутые особенно быстро трещат от перепада температуры. Все, кто попадает на мою мастерскую, я стараюсь, чтобы они попробовали что-то сделать то же сами. Можно? И поняли, что такое стекло. Дуже цікаво. Тебе следует одеть очки. Я буду управлять твоими руками, потому что с первого раза непонятно. Вот здесь у тебя мандрелька, которую ты должен вот так вот постоянно вращать и прогревать. А форма чуть-чуть как бы она догревается и дорабатывается сама потом. И все время работаешь горизонтально, потому что как только ты наклоняешь, у нас уже есть уши такие, да? Видишь, чуть-чуть она бежала. Доставая из пламени, нельзя менять горизонтальное положение, потому что она, видишь, у тебя стекает. Вот, уже немножко... Мені здається чарівно. Чарівно, я згодна. Крафтово. Крафтово. Трішечки нерівно. Деякі дівчата полюбляють самі такі крафтові, не ідеальні. Ось. Це вона схватилася, можемо відправляти її на отжиг. На отжиг, так. Ось я зробив кульку. Кульку. Що далі ми робимо? Далі твоя фантазія. Насправді я розумію, якщо ми вдягаємо один до одного, один на одного. Можна зробити намисто з однієї бусинки, можна зробити намисто з декількох бусинок. З таких великих бусинок я роблю ще пояси. Ух ти. Якось дівчини можуть там під якусь сукню робити там і на пальта, і на сукні. Прикольно. Слухай, а в тебе є взагалі конкуренти? От якісь майстри, які виготовляють прикраси зі скла? Чи ти монополіст на цьому ринку? Нет, конечно, мастеров очень много, и в мире их вообще очень много, и есть очень классные, смелые ребята в Испании, в Америке. Искусство лэмпворкинга очень хорошо развивается, очень много школ есть. Вот, к сожалению, в Украине очень мало мастеров, диалог вести не с кем фактически. Вот, я не знаю... З'являйтесь. Я не знаю других мастеров в Украине, которые именно дуют стекло. Возможно, они есть, просто вот я не нашла. Есть мастера, которые работают с мелкой пластикой, с бусиной, там делают свои какие-то маленькие шедевры. Мне нравится именно дуть стекло, я к этому шла очень долго, и поэтому я больше им занимаюсь. И вот мастеров, которые бы дули, я не так много знаю, особенно на итальянской трубке, потому что это очень сложная технология. И вот после того, как я купила мастер-класс, посмотрела, села такая, сейчас. И 2 месяца я говорила, сейчас, я бросала инструменты, я бросала стекло, все тут были психи, больше никогда не буду этим заниматься. Ну, в итоге я покорила его. Ну, крутяк. Друзі, якщо подобається, посилання під відео. Розумієте, да? І ця краса буде моя. Есть платье подходящее, Женя. Нічого, мені є кому подарувати. Я Слава Полах, і я роблю дизайнерські речі з металу. А що це буде? Епідерція. Скульптура. Скульптура. Скульптура будет, да, функциональная, с освещением. Что-то будет красиво. Ну, тобто це світильник? Светильник, да. Как торшер будет. Прикольно. Слухай, взагалі, що ти маєш на увазі, от кажучи, що дизайнерські вироби з металу? Це що таке? У нас в країні є дизайнери,
є архітектори, є художники. Їм треба воплотити свою ідею в життя. І ми в этом допомагаємо. Як? Мы находим особый язык с этими людьми, чтобы перевести его с художественного на технический. Берем идею, дорабатываем, общаясь, показывая 24/7 онлайн. Сварили, показали, обсудили, не понравилось, выбросили, сделали новое. Чтобы это был продукт, который может поехать в Лондон на аукціон. А є продукти, які поїхали вже до Лондона? Так, є. З заліза що можна зробити? Стул, стол, торшер, свет, все что угодно. Це також світильник? Да, да. Крутяк. Это 1,5-метровый дракон, то есть вот эта латунь, это нержавейка, то есть вот это еще будет светиться золотом, тут зубы тоже будут в золоте. Будет очень красиво, надеюсь. Як почав займатися залізом? С детства увлечение мотоциклами. Первый мотоцикл Днепр, украинский, классный, вечно ломающийся мотоцикл, который дал неимоверное количество опыта, и с этого все началось. Был я менеджером среднего звена, 10 лет назад все бросил, взял пару инструментов и начал что-то делать. Слухай, я дивлюсь, в тебе багато людей працює. Хотелось бы больше, и было больше. Но вот сейчас именно та команда, которая вот максимально продуктивно понимает и воплощает наши идеи. Я просто бачу, там 2 іноземця в тебе є. Да, они с украинским уже гражданством, то есть могут тут находиться, и им тут нравится. Ми не із цих служб. Да, я понимаю. Очень классные, позитивные ребята, с ними очень комфортно работать. Розкажи мені, будь ласка, що вони зараз роблять? От це, наприклад, що це буде? Вот такая вот звезда, она белого цвета будет. Там будет лампочка внутри, она будет светиться. То есть это мини-копия. Сначала мы большую сделали, а потом делаем вот такие вот маленькие, кое-где. Це на продаж, да? Щоб заробляти гроші? Так, так. Прикольно. А оце що? Это заготовка люстры. Это тоже одни харьковские известные дизайнеры заказали. Пока заготовка, работаем, воплощаем. Также мы делаем, помогаем городу в реконструкции вот старинных каких-то зданий. Вот это вот будут перила для одного харьковского здания, там, 19 века начала, будут балконы. Вот. Балконы? Балконы, да. Там их 12 штук. Это ограждение балкона. Це якісь ще з Радянського Союзу, да? Чи мені здається? Да, это все станки родом с Советского Союза. Это родом из Харькова станки. У нас промышленный город. Очень много заводов. К сожалению, очень много заводов закрываются. И вот, в принципе, все это спасенные с металлоприемок станков. Правда? Да, вот они должны были... Ихняя судьба должна была быть отправлена в печь и сделана какая-нибудь сковородка. Но мы вот спасли, они работают, все работают, восстановили их. Работают и радуют. А що по фінансам взагалі? Це приємно? Є сенс займатися? Когда занимаешься любимым делом, то, конечно, есть сенс. Я не работаю, я занимаюсь хобби, которое меня кормит. В плане денег, я могу себе позволить все, что мне хочется. А хочется мало, вот оно есть и есть. Якщо я якийсь дизайнер щось там собі придумав, то мені варто до тебе прийти, порозмовляти, сказати, от в мене такий задум, а тепер давай його зробимо. Да? І ти мені направиш, скажеш, так, не так, це так не робиться, це заржавіє, чи ще щось. Да, вот именно так и происходит диалог. Можем даже начать с простой бумажки, с скетча на бумажке, и это реализуется вот в какой-то вот такой готовый объект. Это просто 20 треугольников, которые превратились потом в пирамиды, и вот теперь это светильник.
А пацани от твої, вони всі також по металу, вони всі... Основная масса это просто люди, которые им нравилось металл, но работать не умели. С нулевыми навыками, просто вот такие же, как я, просто с идеей. Мы нашлись, обговорили, сразу видно, что есть какой-то огонь в глазах, в руках. И учились, вот вместе учимся, то есть каждый, вот они друг другу помогают, обучаются, и вот ну, такая сложилась команда. То есть все растем вместе. Are you study for the work with the metal? Or it's just for, like a hobby? It's a hobby. It's a hobby. It's a hobby. I just like it. It's a hobby. I like it. I like, working with my heart, I love it. Я Вера Гнат, я майстриня-керамістка. Зараз будемо щось робити, я так розумію, так? Да. Навчусь? Не важко це? Нет, это очень легко. У всех получается с первого раза. Да? Як часто проводиш майстер-класи? Ну, стараюсь хотя бы раз в неделю. Уже в течение 2 лет, примерно плюс-минус, но очень активно начала вести именно год назад. А в этом году даже удалось съездить в Киев, провести мастер-класс. Еще впереди, надеюсь, Одесса и другие города. Очень хочется популяризировать керамику и работу с глиной. Моя специальность – мастер подглазурной росписи ангобами. И, насколько я могу сказать, что очень мало мастеров, которые именно вот в этой технике работают. Що, як це ангобами? Це як? Ангобы – это жидкая глина с пигментами, которые расписывают. Технология достаточно сложная, исходя из того, что наши материалы не позволяют нам очень хорошо с ней работать, чтобы она качественная была без браков. Но у меня получилось это как-то приспособить, исходя из тех материалов, которые у нас есть в нашей стране. Барышня – это, конечно, очень такая своеобразная, с характером. Ми про глину. Да, якщо що. да, про глину. Слухай, я не бачу в тебе цього класичного круга, щоб от це ляп і... В нашей мастерской на самом деле есть круг, но я кругом не занимаюсь. Так вышло, что когда я начинала заниматься керамикой, я почему-то была уверена, что только с помощью круга можно что-то делать и потом это расписать. На самом деле задача изначально была расписывать. А потом, когда я пошла на мастер-классы, я пошла сначала на круг, я была уверена, что делаю все правильно, и потом уже после мастер-класса я мастеру сказала, что мне нужно расписать, мне вот нужно на тарелочке котика нарисовать. Он мне сказал, что как бы не нужно для этого на круге учиться. И потом я начала уже изучать технику лепки, лепку тарелок, чашек, ваз, все можно лепить руками. Тобто ти це не на кругу робиш, а руками? Да, я все Саме люблю. тому ти кераміст, а не гончар, так? Да, я не гончар. Многие вот думают, говорят, это Вера, она гончар. Я говорю, нет, я не гончар. Люди думают, что гончар и керамика – это 2 вещи, которые нельзя разъединить, но на самом деле все же лепка, она может быть и без круга. Просто лепить можно и чашки, и тарелки, и все то же самое. Да, оно не такое идеально ровное, но это моя фишка, и в этом я очень долго, усердно практиковалась, чтобы это было похоже на фабричное. Оце руками? Да, это ручная лепка. Круто. Если присмотреться, конечно, видно, что он не идеально ровный. Но для ручной лепки, как я считаю, то я достаточно неплохо леплю. Это же таке? Классика. Это ваза. Це ваза? Да. В форме задницы. А можемо зробити таку вазу? Конечно. Конечно. Этот мастер-класс подходит и для новичков. О, це моє. Обычно, когда лепят попы, часто непроизвольно лепят свои попы. Ну, или желаемые. Давай спробуємо.
Окей. Кажи, що робити. Где-то такой кусочек нам понадобится. Держите. Как нужно катать? Катать нужно как по рельсам. Як тісто. Да, похоже на тесто, но немного сложнее. И нужно будет вот так вот перпендикулярно столу вырезать. Держи. По периметру. Так, ну наче є. А вот это лишнее можно убрать и прямо вот скомкать и рядом положить. А глина українська в тебе чи. Да, это глины Донбасса. Пусть они мне за рекламу заплатят. І нам. Теперь нам нужно будет этот пласт склеить. Берем шило, и нам нужно наискосок вот так вот прорезать. Не заморачиваемся. Мы вот так вот заламываем ее, и нам нужно обработать вот эти торцы. Обрабатываются они вот таким образом штриховкой. Ну, а якщо я от купив глини, ми з дитиною взяли, щось зробили, можу я це випекти в печі? Нет, Звичайно? нет, это классический вопрос всех. Керамике нужно хотя бы 1000 градусов, хотя бы для этого МКФ-2. Его многие не дожигают, кстати, жгут его на 900. Его надо больше жечь, он вообще может и 1200 выдержать. И нужна специальная печка. Нужен обжиг. Обжига должно быть 2. Первый обжиг изделия твердое, называется утельный обжиг или бисквитный обжиг. Второй обжиг – это покрытие глазурью предварительное. И глазурный обжиг, он дает уже окончательный вариант. Ну, окончательный в плане, что изделие можно использовать с глазурью. Может быть, там, если нужен декоративный, то может быть еще третий обжиг, там, с золотом, надглазурная роспись или молочение. Молочение – это когда в молоко окунают и ставят на еще третий обжиг. Нам нужно сейчас будет сделать ноги, уже прорезь для ног. Це, звичайно, магія. Прямо от сидиш і кайфуєш. Всім думки пішли з голови. Да, Просто это процесс, займаєшся кайфом. который заставляет человека уйти в свой поток. И что для меня интересно, что из какого-то комочка глины, из какого-то кусочка вот, из брикета получается изделие. То есть был кусок, тут на тебе там чашка, тарелка или ваза. Вот здесь действительно магия. И теперь нам нужно будет формировать наши будущие ножки. Мы здесь вот хорошо скругляем. Сейчас будет очень смешно, потому что мы работаем с частью там, где между ног, и поэтому надо странные вещи говорить, что между ног мы засовываем треугольник с одной стороны, с другой стороны. Если человек не знает, что мы делаем, он просто подумает, что здесь дурдом какой-то происходит. Я делаю это на глаз. Слухай, скажи мені, будь ласка, як ти продаєш все це? И продаю я, к сожалению, не так, как бы хотелось. Сейчас, на данный момент, я продаю в Инстаграме. А можна я вам запропоную сучасний, легкий та надійний спосіб, як продавати свої вироби онлайн? Да. Робите собі сайт. Будь-який, навіть елементарний. Зараз це дуже просто. Під'єднуєтесь до LickPay від Приватбанку і все, займаєтесь своїми справами. А покупці обирають і сплачують. До речі, до середини 2022 року діють спеціальні акційні умови для крафтових та маленьких виробників. При підключенні та оплаті картою Visa 0% комісії. Тобто комісії нема. Кайфово. Але це ще не все. У вас є унікальна можливість виграти 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Для цього підключайте LickPay від Приватбанк та вигравайте. Подробиці на visa.com.ua. Нам сейчас нужно будет выдавить форму попы. Хорошо-хорошо замазываем. Да, можно еще параллельно психолога позвать, чтобы он посмотрел на попу и сказал, что не так в нашей жизни. Многие психологи, кстати, работают с глиной. Правда? Да, и у меня, кстати, много психологов ходят на мастер-классы. Правда? Да, очень много. Да, мені от вся ця штука – це релакс. Да. Просто стоїш і робиш попу. Так, це лобок, а це десь ось тут. Пупок, да. Ну вот, типа того, да. И это слишком... Я понимаю, что анатомически хочется правильно, но здесь декоративно. Выше чуть-чуть, чтобы было видно. Это же у нас декоративная вазочка. Не кривая. Но она тоже в жизни не ровная.
Нет симметричных людей. Все спогано. Языком. Можно сделать чуть-чуть глубже. Она же усохнет, потом еще усохнет. Все, но с возрастом усыхает. Все. Кохана, я знаю, в тебе не така попка, в тебе краща. Ну, це як вийшло. Дудка. Я Вадим, я виробляю крафтове тату-обладнання. Розкажи мені, будь ласка, як так сталося? Ну, занимался татуировкой, и с детства как бы были интересы к всякой электронике, какого-нибудь изделием. То есть, если мне дарили что-то в детстве, связанное с электроникой, я это сразу же разбирал. И занимался татуировкой, и решил вот попробовать именно сделать само оборудование. Ну, и как-то пошло, получилось, как-то полюбил. Чим вони відрізняються від інших? Сейчас как бы это скакнуло уже далеко, эта отрасль. И есть уже такие машинки, ну, то есть они не издают ни звука, ничего, минимум повреждений кожи. Здесь принцип работы какой? Это катушки, они намагничиваются, притягивают боек, контакт размыкается, и это происходит буквально 100 ударов в секунду. И, в принципе, вот так принцип работы. И делаем полосочки или закрашиваем. Вот. Есть также роторные машинки, то есть они работают на двигателе. Тут, может, вы видели там какие-то такие принципы там, в тюрьме там, или раньше. Да. Ну, я имею в виду, в тюрьме, я имею в виду, изготавливают из бритв. И там такой же принцип, то есть здесь уже поворотный механизм, и как бы игла тоже ходит вниз-вверх. Ну, принцип одинаковый, но разница в техническом как бы выполнении. Даже пошло в моду делать вот гибридное, то есть это как бы совмещено и индукционный принцип работы, и роторный. Слухай, а скільки коштує? Ось, ну, приблизно. Вот такие $150. Цена у меня в долларах, потому что рынок в основном, который я куда продаю, это США, Испания, Украина, в принципе, ну, только сопутствующими. Это проводка, педали, блоки питания. Именно касается машинок, только вот как-то США. Вот, у меня рынок в основном. А багато продаешь? Ну, хватает, как бы. Сейчас в планах расширяться, кого-нибудь, в принципе, нанять еще, работать вместе и производить больше. А як ти їх продаєш? Инстаграм. Инстаграм, да? Да. Как бы и Инстаграм, и время — это как это сарафанное радио. То, что друзья советуют друг другу там, именно по качеству. То есть, если кому-то надо, то советуют, рекомендуют. А так, ну, в принципе, в США то же самое, ну, и в других странах. Кто-то заказал, понравилось, посоветовали и так далее, и пошло. Ну, ти починаєш от з такої 3D-моделі, да? Все прорисовується, помальовується. Как скульптура, так сказать, только ну, в SolidWorks выполненная. После чего, да, какие-то каждые детали отдаю в работу, после чего это сам собираю. А скільки років ти вже займаєшся цим? 10 лет. 10 років? Да, с 11-го года. Ну, грубо говоря, 10, да. Крутяк. Пішли, подивимось автомат. І це прям ти зробив? Да, полностью. Как-то просто вот увидел магазин Кроп. Там стоял аркадный автомат. Я подумал, как-то давно я хотел аркадный автомат, начал мониторить цены на них. Помониторил, и там такая история, ну, то есть либо это тоже какой-то крафт, сами собирают ребята там в Украине, либо, ну, американский, то есть настоящие, которые там цены у них баснословные. Ну и думаю, а почему бы не сделать самому? Взял, чому б не зробити самому? Станка никакого не было, это полностью все вручную. Это я брал фанеру, лобзик, выпиливал по чертежу своему. Обалдеть. Так тут ще й багато ігор. Да, тут, можно сказать, любая приставка, которая была в мире создана. Ну, не совсем все, я отсеял самые интересные, вот эти нижние справа.
То есть, вот, допустим, от Nintendo, там, от Sega, все буквально, вся библиотека игр. Ничего не заказывалось, взяли с колонки, там, взял их, разрезал, впилял туда, зашпатлевал, все. Ну, есть у меня такое много в чем. Бажання робити руками, да? да? Да. А що тобі це дає? Кайф. То есть, ну, даже вот, были случаи, вот у меня заказы по работе, а я вот начал его делать. То есть не на продажу, именно для себя, интересно было. И вот у меня там, когда ты уже там отправишь там заказ, мне интересно доделать его. Был как бы это в приоритете. Много такого, что делал, я даже не вспомню там. С электрикой много чего вожусь. Интересно это. Прикольно. Блін, скільки людей цікавих в нас в країні. Кайф. Прийшов час нагородити переможців нашого конкурсу. І цього разу в нас переможеця Катерина з оцимось постом. Поздоровляю! Зв'яжіться з нами в Інстаграмі та отримайте свій сертифікат на 1000 гривень від наших друзів «Всі свої». До речі, якщо ви ще не купили всім своїм родичам подарунки на Новий рік, то на цих вихідних та на наступних відбудеться найбільший в Україні маркет новорічних прикрас та подарунків. Тож, зустрінемось! Ну що ж, ось такий він крафтовий Харків. Побачимось.